15 июля 1965 года стало особенным днем в истории изучения космоса. В этот день космический аппарат НАСА Mariner 4 пролетел всего в 10 тысячах километров от поверхности Марса и впервые передал данные с близкого расстояния. До этого момента человечество знало о красной планете крайне мало. Лучшие изображения Марса представляли собой размытые пятна в телескопах, а некоторые астрономы всерьез считали, что на его поверхности существуют каналы, построенные разумной цивилизацией. Передача данных с Mariner 4 сопровождалась напряжением. Компьютеры того времени обрабатывали информацию очень медленно, и инженеры лаборатории реактивного движения решили расшифровать сигнал необычным способом. Они распечатали поток нулей и единиц на длинной бумажной ленте и вручную закрасили каждый пиксель, придавая изображению оттенки серого и оранжевого. Так появилось первое в истории изображение поверхности другой планеты. Оно показало безжизненный, покрытый кратерами мир без океанов, лесов и каких-либо признаков развитой жизни. С этого момента представление о Марсе изменилось навсегда. Он оказался холодной и сухой планетой с крайне разреженной атмосферой. Тем не менее, интерес к нему только усилился. Марс – четвертая планета от Солнца и один из ближайших соседей Земли. Продолжительность марсианских суток почти равна земной. На планете есть времена года, облака, ветры и полярные ледяные шапки. Все это делает Марс удивительно похожим на наш дом, несмотря на суровые условия на его поверхности. Ученые быстро пришли к выводу, что в прошлом Марс был совсем другим. На его поверхности обнаружены следы высохших русел рек, древних озер и, возможно, целых морей. Эти структуры свидетельствуют о том, что миллиарды лет назад климат Марса был теплее, атмосфера плотнее, а вода могла существовать в жидком виде. А там, где есть вода, всегда возникает вопрос о возможности жизни. В 1976 году аппараты Викинг-1 и Викинг-2 впервые совершили успешную посадку на поверхность Марса. Помимо камер, они были оснащены роботизированными манипуляторами и мини-лабораториями для анализа грунта. Один из экспериментов дал неожиданный результат. Прибор зафиксировал выделение газа после добавления питательного раствора в марсианский грунт. Это могло указывать на биологическую активность, однако другие эксперименты не подтвердили наличие органических веществ. До сих пор остается неясным, был ли этот результат следствием неизвестной химической реакции или же первым косвенным признаком марсианской жизни. Марс поражает своими масштабами. На нем находится самый высокий вулкан Солнечной системы – гора Олимп, высота которой достигает 21 километра, а диаметр превышает 600 километров. Рядом расположена долина Маринера – гигантская система каньонов длиной около 4000 километров и глубиной до 10 километров. Подобных структур на Земле просто не существует. Долгое время считалось, что Марс является геологически мертвой планетой, однако современные миссии показали обратное. В 2018 году аппарат InSight зафиксировал тысячи марсотрясений, что свидетельствует о продолжающейся активности недр. Кроме того, были обнаружены следы недавних ударов метеоритов, сопровождавшихся выбросом подповерхностного льда. Особый интерес представляют полярные регионы Марса. Ранее предполагалось, что полярные шапки состоят в основном из замерзшего углекислого газа, однако более поздние исследования показали, что они почти полностью состоят из водяного льда. Если бы этот лед растаял, он смог бы покрыть всю поверхность планеты слоем воды толщиной в несколько десятков метров. Помимо этого, существуют данные о возможном наличии соленых подповерхностных озер, хотя их природа до сих пор остается предметом научных споров. Марс важен не только как потенциальная цель для будущих пилотируемых миссий. Он является своеобразной капсулой времени, сохранившей информацию о ранних этапах эволюции планет земного типа. Изучая Марс, ученые лучше понимают процессы, которые когда-то происходили на Земле, а также получают ключи к поиску жизни за пределами нашей планеты. Возможно, именно Красная планета однажды поможет ответить на один из главных вопросов человечества. Одиноки ли мы во Вселенной?